У меня есть вопросы от пациентов, вот все то, что волнует людей, вопросов колоссальное количество. И я могу сказать, у меня в гостях, но не то, что это постоянно происходит, Дарья Александровна Кусевич, ревматолог, клиника Архимед. Наверное, попытаемся найти вообще правду и понять, кому надо ставить, кому не надо, кому надо вынимать, кому вынимать не надо, для кого это надуманная проблема, а у кого это реальная ситуация, и удаление, например, имплантов может помочь и действительно повлиять на качество жизни. Вообще, импланты сами по себе, вот in general, они безопасны или нет? Нет, Небезопасны. нет. Я считаю, что они, конечно, безопасны. Ну вот смотри, если мы пытаемся это разбить в процентном каком-то соотношении, Да. да, импланты народное тело. Да, По факту сам говоришь, что это всегда еще одна операция. конечно. Ну, значит, глобально нет. Ну, подожди секунду, это операция по каким-то причинам. То есть я говорю о том, что импланты, как и народное тело, которое мы помещаем в организм, они достаточно безопасны. Вопрос ожиданий. Если человек ставит имплант На всю с жизнь? ощущением, что это вот, знаешь, как раньше, да, было вот это пожизненная гарантия. Да. Да. Но это чистой воды маркетинг. Это Ну, маркетинг, просто Ну, который тогда я 100% ненавижу. нет. Ну, то есть, да, ты задаешь вопрос, исходя из какого-то Контекста. контекста. Даш, импланты безопасные медицинские изделия или нет? Скорее да, чем нет. Слушай, я тебя уговорил. Нет, слушай, на самом деле, опять же, там у моей жены стоят импланты. Я ставил эти импланты, она довольно счастливая. При этом я, конечно, понимаю все риски, и она их понимает. Она понимает, что их надо будет менять, потому что она принимает это. Я здесь абсолютно с тобой согласен. Если заходить к пластическому хирургу с позиции «я делаю операцию один раз на всю жизнь, и никаких побочных последствий у нее нет», ни операция, ни импланты не безопасны. Вообще, наверное, никакая операция не безопасна, потому что мы говорим о том, что у любого вмешательства есть побочные эффекты. Ровно как у любой таблетки. Слушай, а ставить импланты коленного сустава или тазобедренного Один из сустава? моих любимых немецких гайдов по реакциям на сплавы в имплантах. Конечно. И зубные, кстати, тоже. Конечно. Слушай, а колоссальный скандал, я не знаю, знаешь ты или не знаешь, я как готовил много лет назад презентацию по этому поводу, столкнулся с скандалом Johnson Johnson на DPU, импланты тазобедренного сустава, который там выяснил, что это металл, который вызывает там просто колоссальное количество реакций, отторжения этого импланта, и они там меняли, ущерб просто миллионы долларов понес J&J именно вот по этим аспектам, где-то чуть не дообследовали, и все. То есть мы говорим о том, что все инородное, мы говорим сейчас о том, что все инородное, помещенное в организм, вызывает реакции. Реально отслеживать информацию о том, как себя ведут инородные тела, можно благодаря регистрам. И в России был сделан регистр грудных имплантов, есть регистр клапанов, и в мировых регистрах информации, на самом деле, в свободном доступе. То есть вы можете почитать о том, как себя ведут импланты, если вы начнете искать регистры имплантов молочных желез. Самый мощный австралийский регистр, следующий по мощности американский, шведский очень хорошо собирает информацию. И там все написано, там все понятно. И если вы почитаете, то вы поймете, почему я говорю о том, что вторая операция так или иначе неизбежна. Это не значит, что это будут какие-то серьезные проблемы, но плюс-минус поменять придется. И мне кажется, слушай, это просто реальное положение дел. Хорошо. Сам спросил, сам ответил. Спасибо. Это превращается в монолог. У меня есть для тебя классный вопрос. Я просто ковырнула, видимо, да? Давай, любимую тему. за дело. После установки имплантов искривился грудной отдел позвоночника. Даш, почему? Надо было качать мышцы. А у нас есть такие мышцы, которые помогают распрямлять спину. Они Нет, такие длинные вдоль всей спины. Хорошо, вот еще такой вопрос. Опасно ли все инородное в теле? Было какое-то классное такое исследование, я вот не помню в каком году, когда брали кровь вот у жителей больших городов, и там остаточно оставался пластик, при том, что там в теле Да. ничего не стояло. Да, это ты понимаешь, мы сейчас просто вскроем. Мы постоянно живем в окружении большого количества раздражителей нашей иммунной системы. Да. Я А считаю есть так. когда у тебя рейтинг личный веществ, которые прям жестко нагружают иммунитет? Лак для ногтей, Кожа, ногти — отличный барьер. татуировки. Если мы говорим про какие-то старые варианты, рыжие, красные, они, да, иногда дают гранулемы, аллергические Или вот реакции которые там на встречаются. зоне они там бьют. Ты слишком хорошо обо мне думаешь. Татуировки в целом окей. В целом, да. Но все равно в лимфоузлах есть пигмент, то есть организм его забирает. Все относительно безопасно. Не вызывает какой-то глобальной реакции иммунной системы. Тимати, можем сказать, что твоя иммунная система в безопасности.
Довольно. Что ты Я рос? сейчас просто, извини, пожалуйста, Тимати это певец. имею такую возможность просто. Ну, точно, ну, слушай, может, тоже он переживает. Посмотрим, Да. дальше скажем. Блин. Я консультировал пациентку, после чего у тебя была консультация, и мы выясняли, будет ли у нее реакция на силикон. Для этого мы резали имплант, кусочки, прилепляли и на кожу. На тот момент были такие публикации, которые говорили о том, что такой метод может действительно дать понимание у тех, у кого были какие-то раньше аллергические реакции, а у этой девочки у нее была аллергия на краску, причем очень тяжелая аллергия, у нее была она покрасила волосы, и у нее отекло все лицо. И тогда были публикации о том, что можно сделать, в аллергологии есть, когда делают еще насечки на Да, коже да, и скарификация, закрепляют туда кусочки, да. В итоге мы ее прооперировали, все хорошо. Ну, То есть в супер, итоге мы супер. нашли там имплант, который... Я не уверена на данный момент, что это классный метод. Слушай, мы все Да. время развиваемся. Я точно так же, слушай, я иногда анализирую свои подходы, свои результаты, смотрю и думаю, да, ну, то есть мне тогда казалось, что это классно, но сейчас, наверное, нет. Ну, Сейчас ты я что-то сделаю. оставляешь для своей Да, практики, я что-то я нет. по-другому Да. поменяю, я поменяю подходы. И, конечно, врач, если он стагнирует, если он остановился, и он делает примерно одно и то же, это большая проблема. Импланты — это не вселенское зло. Импланты — это всего лишь один из материалов, которые существуют на медицинском рынке, а их огромное количество. И может ли он взаимодействовать с организмом? Он не может, он с ним точно взаимодействует. Может ли быть это взаимодействие хорошим? У многих пациентов — да. Может ли оно стать источником проблем? Для какой-то группы пациентов — да, может. Можно ли это предсказать? Есть определенные генетические маркеры, которые предрасполагают. Это HLA-DR4, HLA-DRB1, HLA-DQB1, PTP-N22. И если Надо объяснить, что это такое, как это посмотреть. Я и говорю просто, что они известны, что это не просто я сказала, там есть какая-то генетика, потому что генетических панелей огромное количество, а есть конкретные гены, которые ассоциированы с тем, что может развиться системная реакция. И, соответственно, мы можем посмотреть антитела, если уже, например, у человека есть какое-то нездоровье в теле, проверить, ну, может, там тиреоидит Хашимото, там заживляемость ткани может быть тогда другая совершенно. Там могут быть какие-то носительства антител, антинуклеарных антител. Мы тогда поймем, что вообще-то этот человек думает, что он здоровый, а он в группе риска по системным заболеваниям. И действительно, тогда имплант только ускорит эти риски, может их реализовать. То есть, если человек идет, делает исследование, видит вот эти факторы, гены, о которых ты говоришь, он их делает, он это исследование делает почему-то. Он же не просто так его делает. Он не идет мимо лаборатории какой-то и такой, а сделай-ка я анализ. Ты Ну, то зря есть, так думаешь. серьезно? Генетика сейчас — это подарки, подарить Серьезно? профиль генетический, да. Вау. Генетика — это как общее обследование, такое, ну, более интересное, такое, в рамках чекапа. Максимум генетики, который я делал, пытался разобраться в том, есть ли у меня, то есть кто я по национальности, не национальность. Конечно, лучше, чтобы это конкретный врач назначил на конкретную генетику, чтобы мы посмотрели и сказали точно, есть эта предрасположенность или нет. Окей, другой вопрос, спасибо. Какова вероятность усиленного выпадения волос при установке имплантов? И можно ли заранее увидеть по анамнезу пациента, будет ли у него побочка, как выпадение волос? Супер частая история. У Доктор, меня я начала лысеть после операции. есть несколько пациентов, которых я веду с аллопецией сочетанной с ревматическими заболеваниями. Ну, во-первых, трихология — это прям отдельный мир. Почему выпадают Покрытым волосы? раком. Причин огромное количество. И гормональные, тревожно-депрессивный фон, и как там спазмируются маленькие мышцы, которые держат волосы, и что там у родителей, может быть, там озеро в лесу. Импланты влияют Нет. на это или нет? Не влияют. Кстати, у меня к тебе вопрос. Ну, конечно, нет. Но у меня недавно была пациентка, которой я разрешила делать мамопластику, у которой локальная форма склеродермии, дерматологическое заболевание. У нее старые очаги, они не активны. Мы с ней в итоге пришли к общему решению. Мы не против проведения мамопластики. Потому что, во-первых, она абсолютно стабильная девочка, у нее ничего никуда не идет, у нее нет никаких антител. Очаги не растут, это старые пятна. И она настолько уверена в том, что мамопластика изменит ее жизнь. Она мучается от того, что у нее гипоплазия и есть асимметрия выраженная. Она говорит, ну, мне скоро 30, это большая моя... Звучит как так, Да. мне скоро 30, мне кажется, 30 это...
Всего лишь 30. Не, ну мы же знаем, что происходит иногда в партнерских взаимоотношениях, да. да, и как травмирует иногда женщину, там, отношения там, мужчины, какие-то опрометчиво брошенные фразы. Да, к сожалению, да. И я уверена, что у нее будет плацебый эффект, что у нее, как бы, если сейчас она обретет грудь своей мечты, мы справимся с любым растущим пятном, клянусь. Ну, как бы, мы сделаем все, что от нас зависит. Даш, я верю в то, что установка имплантов и операция на молочной железе, как в целом пластическая хирургия, может поменять качество жизни в лучшую сторону и меняет у большинства наших пациентов. Это действительно так, иначе мы бы этого просто не делали. Я искренне восхищаюсь женщинами и вообще человеческой верой во что-то и силой человеческого желания, которое разрушает любые преграды. Это да. Пятна на ребрах там, и так далее. Это на самом деле потрясающе. Ровно как, я не забуду, в 2012 году была огромная дискуссия, когда выступал профессор Феллер в Москве на конгрессе и показал пациенток онкологических, терминальных, на 4-й стадии, с диссеминированным процессом, с метастазами, в костный мозг, в легкие, в голову. И он им делал реконструкцию. Он делал грудь. Хотя пациентки, там прогноз 4 месяца, 6 месяцев, год. И я помню, стояли наши онкологи и говорили, ну просто, ну что это такое? Вы с ума? Это нельзя делать. Пациентка генерализованная. И вот тут возникает тончайший вопрос. А вправе ли мы судить и принимать решение, быть человеку красивой или нет? Умереть и с грудью или умереть без груди и с ощущением, что у нее есть метастазы в легких? Или ходить без пятен и без манифестации склеродермии, без своей мечты? Мы должны настолько тонко понимать, кто перед нами сидит и зачем человек идет на операцию, потому что иногда, я недавно давал какое-то интервью по поводу подростковой пластической хирургии. Я говорил о том, что, конечно, большинству девочек 18 лет, которые приходят и просят грудь сделать, конечно, мы просто откажем, в принципе, безотносительно. Есть у нее антитела, там, я не знаю, что у нее с иммунной системой. Просто нет. Не в этом счастье. Но если мы понимаем, что подросток является объектом насмешек, и мы понимаем, что в сексуальной сфере операция может ей помочь, конечно, да. И ты начинаешь взвешивать, вот это надо делать или не надо делать. Поэтому это очень хороший вопрос, и я, наверное, конечно, буду идти и стараться пациенту помочь получить ту операцию, ради которой она пришла. Вопрос, который мы получаем супер часто. Вопрос самый первый. Надо ли менять импланты через какое-то время? Я в целом ответ знаю, но хотел, чтобы ты это прокомментировал. То есть, условно, пациент говорит, я сделал мамопластику, меня ничего не беспокоит, все в порядке, нет ни усталости, ничего, я счастливая, радостная. Но надо ли мне что-то делать? Я спрашиваю всегда вообще, как давно вы делали хотя бы УЗИ, потому что makes sense, да, женщины забывают о том, что у них была это мамопластика. правда, Когда это правда. спрашиваешь, какие были операции, они говорят все что угодно. Но Кроме забывают мамопластики. забывают Это про свое. грудь. Это свое, да. Когда уже начинаешь расспрашивать более конкретно, выясняется, что лет 15 назад, когда вообще жила в другой стране, сделала операцию, ну, и как будто Да что там операция? Это было 15 минут. это господи, я было уже в пошла, просто другой импланты жизни поставили, вообще, да. Даже не с первого раза меня пациент как бы слышит, что это действительно требует какого-то дополнительного обследования. У FDA есть там рекомендации, например, да, там через 5 лет сделать МРТ, посмотреть, если там есть какие-то жалобы. Каждый год делать УЗИ, до 40, после 40 маммография. Есть отдельно, ты точно знаешь, маммография с укладкой Экланд, чтобы можно было просмотреть ткани позади импланта. Да. Кто это делает? Я недавно смотрела исследование, частота немых разрывов огромное количество женщин, которые не наблюдают вообще. Да, это правда. И вот это четко показание к операции, я считаю, да, если там нарушена целостность. А вот делать ли строго через 10 лет? У меня есть любимая фраза, которую меня кто-то там ненавидит за нее, кто-то любит. Я говорю, с того момента, как вам поставили имплант, у вас вторая операция назначена. Точно будет. Мне недавно пациентка это сказала, мне написала, почему вы так негативны? А я говорю, 15 лет, у меня все в порядке. Я говорю, да господи, как говорится, машалла, что вы ходите 15 лет, пусть еще 15 проходите. Но это совершенно не значит, что там в популяции мы не встречаемся с большим количеством проблем по истечении определенного времени. Плюс там меняется восприятие своего тела, хочется чего-то другого, То есть вообще для меня показания к операции повторно, они очень многообразны. Это не обязательно что-то случилось с имплантом. Человек может просто походить и сказать, слушайте, я от них устал, я все равно их ощущаю, я хочу от этого уйти. Мы, кстати, тоже об этом поговорим. Вот с точки зрения тебя, как ревматолога,
имплант стареет или нет? Ну, если мы обратимся к тому, что есть в научных источниках по метаанализам и так далее, действительно, от 7 до 15 лет истончается капсула Да. импланта, выше риски разрывов, Да. повреждений и так далее. А у кого истончается капсула? У того, у кого есть воспаление. Какие там сопутствующие заболевания? Мы знаем, что низкоуровневое воспаление, метаболический синдром, ожирение, кофакторы, курение, стресс, да? Общее состояние организма супер важно для того, чтобы мы могли прогнозировать, нужна вторая операция через 10 лет или не нужна. Тончается капсула, происходит пропотевание силикона. Как ты относишься к пропотеванию силикона, к наличию силикона в лимфатических узлах по результатам МРТ на фоне интактного импланта? Это мировая позиция, что абсолютно спокойно можно к этому относиться. Это гранулематозное изменение в лимфоузлах, которые не ведут дальше к каким-то воспалениям. При этом это чаще всего это ближайшие лимфоузлы, Да. подмышечные. Да. Ну, просто ты понимаешь, как это выглядит, да? Наблюдать. Я не знаю, видишь ли ты этих пациентов или нет, я их вижу. Приходит там, значит, пациентка с красными от слез глазами. Она плакала всю ночь, она плакала неделю, потому что ей сказали, что у нее силикон в лимфоузле, и она прибегает и говорит: боже, срочно его нужно убрать. Ты говоришь, лимфоузел с силиконом убирать не надо. Да. Если мы понимаем, что это силикон, это понятно, на самом деле, легко верифицируется на МРТ. А вот если мы понимаем, что импланты давно стоят и он пропотевает, можно запланировать операцию в 2, 3, 4 месяца, 5 месяцев. Это не экстренная история. Ты согласна со мной? Да, абсолютно. Ну, то есть решать спокойно вопрос, делать Потому что, операцию. собственно, лимфоузлы, они созданы для того, чтобы он это что-то поймал и отгранить. Это однозначно сигнал того, что имплант уже капсула Да. изменена настолько, Что-то с ним что надо силикон делать. уже и в лимфоузлах подмышечных есть. Мы сделали операцию, мы поставили импланты. На эти импланты сразу же начинает первый этап — это асептическое воспаление, приходят макрофаги, макрофаги запускают процесс, вокруг импланта образуется соединительно-тканная капсула, и эта соединительно-тканная капсула, с одной стороны, для меня, как хирурга, важный момент, потому что она держит имплант там, где мы его поставили, она там дает нам какую-то форму груди, которую мы создали, и в целом имплант для меня — это очень важный момент, это некая, я ее называю условно, формообразующий элемент, который может создать ту форму груди, которая нам нужна. И на сегодняшний момент замены имплантов нет. Вот моя точка зрения. Даже там липофилинг, на каком-то этапе что-то он может сделать, но замены имплантов нет. Дальше человек превращается в носителя имплантов. И он с этими имплантами ходит. Вопрос первый. Мы понимаем, и будем говорить об этом откровенно, о том, что, во-первых, существуют разные текстуры имплантов. Для вас, как для ревматолога, в чем разница? Если вы как-то ранжируете импланты по текстуре, или вам это не принципиально? Наверное, я бы сказала, что это принципиально для меня, как и для всех тех, кто касался мира пластической хирургии, по поводу макротекстурированных имплантов, с которыми, в принципе, и связано наибольшее количество выявленных случаев лимфом, ассоциированных с силиконовыми имплантами, которые отозваны, но мы до сих пор иногда встречаем пациентов, у которых либо первая мамопластика была такими имплантами, либо до сих пор они стоят. Буквально сегодня оперировал. Да, да. Поэтому, естественно, мы обращаем на это внимание, потому что чем дольше происходит исследование в этой теме, тем больше мы понимаем, что лимфома — это следствие длительного воспаления на капсуле. Когда имплант очень шероховатый, прям как губка там, я не знаю. Это более агрессивная поверхность. Это более агрессивная поверхность, и она, в свою очередь, генерирует постоянный иммунный ответ. Правильно? Да, потому что там, если мы смотрим на физико-химические свойства, там как сталактиты и сталагмиты формируются, вот эти молекулы адгезии, они постоянно атакуют эту поверхность, потому что они пытаются ее сделать гладкой, условно говоря. Откуда вообще взялась эта текстура? Компании, пластические хирурги, они хотят получить стабильность, и они хотят поставить имплант, который ты поставил на месте, и он стоит. И он никуда не девается, потому что большая проблема, в свою очередь, это смещение импланта. Плюс попытка профилактики капсулярной контрактуры. По исследованию, как-то не парадоксально, на вот эту вот текстуру имплантов капсулярной контрактуры. А что такое капсулярная контрактура? Это когда вот та самая рубцовая ткань и капсула, она утолщается, и она начинает имплант сжимать, зачастую приводя к разрыву. И вот на эту текстуру, откуда она взялась, она как раз создана для того, чтобы вот эта капсулярная контрактура была меньше, с одной стороны. С другой стороны, она же генерирует иммунный ответ, она же на себе адсорбирует бактерии, и мы получаем те самые биофильмы или биопленки, которые могут еще больше этот иммунный ответ провоцировать.
Почему с точки зрения ревматолога капсула меньше, а иммунных проблем больше? Меньше фиброза, больше проницаемость. Вот Хорошо. для меня это как будто бы логично. То есть там совершенно открытая проницаемость, поэтому там не формируется, ну, как бы, условно говоря, плотная рубцовая ткань, которая дает барьер. Там есть постоянный переход иммунных клеток. А при этом на гладкие импланты, особенно старого поколения, капсула, ну, то есть контрактура была очень часто. Этот имплант зажимался, и он там превращался в камень. Ну, допустим, LCL на гладкие импланты, потому что иммунный ответ в таком формате меньше, практически не встречают. И Эйш-синдром классический на гладких имплантах, я не помню, чтобы мы встречали. При этом все равно на рынке есть импланты, которые не такие шероховатые, но и не полностью гладкие. Их смысл заключается в том, чтобы, с одной стороны, минимизировать иммунный ответ, но, с другой стороны, убрать проблему в виде капсулярной контрактуры. Как вы к таким имплантам относитесь? Ну, здесь мы должны смотреть уже более четко профиль риска пациента. С точки зрения того, у кого больше проблем, если мы прям вот в клетке углубимся туда, это у тех, у кого не хватает Т-регуляторных клеток, у кого не хватает, условно говоря, клеток управленцев, которые могут прекратить воспаление в этой зоне. Грубая текстура импланта, решая проблему стабильности, создает огромное количество проблем с взаимодействием с организмом. Чем грубее поверхность, тем выше риск. Гладкие импланты меньше индуцируют иммунную систему, но мы получаем другие проблемы в виде либо нестабильности, либо капсулярной контрактуры, в зависимости от нюансов этой самой текстуры. И что-то среднее — это микротекстура, когда они более гладкие, но не полностью гладкие. Соответственно, для условно определенной группы пациентов мы должны довольно четко понимать, какая текстура будет работать и как. Мы должны понимать, зачем мы выбираем ту или иную текстуру у Да. данного конкретного пациента. Это настолько бьется с моей философией, а философия заключается в следующем. Я говорю об этом постоянно. Нет универсального решения. Есть решение, которое настолько индивидуально подбирается для каждого нашего пациента. Условно выбирать текстуру нужно индивидуально, исходя из потенциальных рисков, клинической ситуации. А если мы туда, во всю эту конструкцию, добавляем сетку, еще одно инородное тело, рассасывающееся. Если что-то рассасывается, это происходит через воспаление асептическое. Это может усилить адъювантный ответ. Наверное, не всем. Наверное, я да. уверен, что почти не всем. Мы знаем, что в возрасте старше 40-50 лет, особенно в постменопаузе, иммунная система работает по-другому. Да. Макрофаги начинают немножко стареть, активация иммунной системы более замедленная, менее агрессивная, активная. Рубцы часто атрофически тонкие, и формирование фиброза тоже может быть замедленное. И получается, что там постоянно зона воспаления. Там низкоуровневое хроническое воспаление. Там может болеть, тянуть, припухать, и достаточно долго это может оставаться в этой зоне. Еще вопрос. Вот то, что мы видим на сетках. На сетках мы чаще видим жидкость после операции, потому что мы делаем УЗИ всем пациентам, чем без. И, наверное, для меня это эквивалент избыточного иммунного ответа. Это следствие этого. Вся проблема от имплантов в жизни мила, слабость, с утра ломит все, мне грустно, депрессия хроническая, вообще, вот мне прям тяжело. Я понимаю, что это от них. Мы ее оперируем, Таш, на следующий день. Станет ли ей сразу же лучше? Станет. Серьезно? В России до 30% эффект плацебо, до 40% вообще. Это если у нас были такие тревожные девочки, у которых, я уверена, это от имплантов. 100%. Я так пожалела, что я сделала мамопластику. Я уже все прочитала. У нее до панических атак. Но при всем при этом, если у нее есть реальная проблема, не диагностированная в виде, например, ревматоидного артрита или Эйша-синдрома, но не на импланты, у нее это все может опять вернуться. Так у нее, если нет проблем, это тоже вернется, потому что при расстройствах тревожного спектра, даже если сделать эксплантацию, будет временное облегчение, а потом все вернется обратно. С твоей точки зрения, после операции на молочной железе, кто отвечает за здоровье женщины? Я считаю, что, во-первых, сама женщина. И я учу своих пациентов, что нужно принимать ответственность за собственное здоровье и все вопросы задавать максимально до. Это пластический хирург, это раннее наблюдение после операции, как там все заживает, швы, УЗИ. То есть прошло 10 лет. Пациентка ходит с имплантами,
Ну, в целом, слушай, у нее там все в порядке. Кто должен быть тот врач, который за ней будет следить? Мамолог. Мамолог, который сделает ей УЗИ и скажет, слушай, у тебя все хорошо. Раз в год она ходит к мамологу. Имеет ли смысл говорить о том, что пациентка через 10 лет после установленного импланта должна пройти некий скрининг, в котором должен быть мамолог, пластический хирург и ревматолог? Мне очень нравится эта идея. Слушай, на самом деле, почему нет? Вот я тоже с тобой сейчас разговариваю, и я понимаю, что не надо всех перед операцией отправлять к ревматологу. Это мы уже поняли. То есть, или вы послушали что-то, и после этого вам вдруг показалось, что у вас это есть, а потом вы забегались, и это исчезло. То есть в этом случае не надо обращаться. Мы говорим скорее о том, что действительно есть взаимодействие организма с имплантами, и, наверное, имеет смысл, в том числе в профессиональном сообществе, там, с твоим участием на наших конгрессах, у нас будет национальный конгресс в декабре, выступить и сказать, друзья, давайте вообще сформируем план обследования для пациентов эстетического и реконструктивного профиля, у которых ставят силиконовые импланты. Давайте мы скажем, что 5 лет надо вот это делать, 10 вот это, 15 вот это, а 20 вот это. Я думаю, что мы более чем можем это сделать. Нам не хватает еще понимания того, что пациент — это такой же центр принятия решений. Пациент не дурак. Если мы опираемся на какие-то четкие показатели и говорим, вот это исследование поможет нам выяснить, есть что-то или нет, в пользу своего качества жизни и здоровья он пойдет и сделает. Конечно, большинство Да. пациентов. Есть пациенты, которые даже, мне кажется, страдают от каких-то историй. У нас была не так давно передача, когда мы показывали нашу прекрасную пациентку с большой грудью, где как раз она идет вразрез вот этой логики и философии. Мы понимаем, что есть те или иные девиации. Но в целом я, конечно, абсолютно согласен. И здесь пациент тоже должен понимать, что, нужно с холодным разумом относиться к своему здоровью и делать какие-то вещи, которые просто надо делать. Есть же страшная история, когда пациенты скрывают свое заболевание, лишь бы попасть там Да, на операцию к определенному, например, врачу и не хотят получить отказ. Это, к сожалению, есть, где мы должны быть честны перед священником и перед доктором. Операция должна быть сделана для какой-то благой цели, не должна быть сделана ради операции. То есть мы не оперируем ради операции, что многие мои коллеги точно так же считают. Грудь надо обследовать постоянно. Ее нужно после 35 лет. Бог с ним, с имплантами. Да, вообще всем. Всем, да. Бог с ними, с имплантами. Бог с ними, с Эйши-синдромом, с LCL и так далее. Есть рак груди. И от этого люди реально умирают. Они умирают от этого. И без имплантов. И вот об этом надо говорить. А у нас, знаешь, меня это все время триггерит, потому что огромное количество тех же самых блогеров, которые на этом делают свой контент, хайпуют на страхах пациенток, хотя эти страхи, они отчасти обоснованы, но это не какая-то колоссальная проблема. Но они не хотят говорить о том, о чем говорить надо. А надо говорить о здоровье груди в принципе, потому что рак молочной железы – это натуральная, реальная проблема, которая может быть обнаружена на ранней стадии, и человек может прожить остаток жизни вообще совершенно спокойно. Слушайте, а я боюсь, что импланты вызовут рак груди. Вызывают импланты рак груди? Какие-то казуистические случаи. Чтобы имплант... Лимфома — это не рак. Лимфома — это не рак груди. То есть здесь тоже важно сказать. Скажи, пожалуйста. Лимфома — это не рак. Нет, то есть смотрите, есть рак груди как заболевание из ткани молочной железы. Есть лимфома, это очень специфическое состояние, которое действительно развивается на определенную текстуру имплантов. Мы сейчас это знаем, это состояние крайне редкое. Это лечится просто удалением имплантов и все, и эвакуацией этой жидкости. Не надо больше ничего делать, даже химиотерапии не нужна. Более того, как любит говорить один мой прекрасный коллега, что это онкологическое заболевание, которое нашли не онкологи, а пластические хирурги. Да, и полностью излечимо. Когда я готовился к передаче, мне пишет пациентка, говорит, скажите, пожалуйста, у меня мастопатия, что мне надо сделать? Операцию Анджелины Джоли — это профилактическая мастектомия, или подтяжку груди. Здесь мы говорим и о здоровье молочной железы, и о риск-редуцирующих операциях и профилактических операциях у пациенток с носителями генов, у которых высока вероятность развития рака, и о просто эстетических операциях на молочной железе. Это супер разные вещи. Максимально разные вещи. Женщинам очень сложно сформулировать запрос. Нам надо, чтобы и здоровье, и красиво. И наша задача сделать так и объяснить нашим пациенткам, как с одной стороны быть красивой, а с другой стороны
как эту красоту сохранить с сохранением здоровья. Приходит пациентка и говорит, у меня есть ревматоидное заболевание, но я хочу сделать грудь. И это, казалось бы, вещи, которые, ну, в общем-то, противоположны друг другу, но при всем при этом, при определенной подготовке этого пациента, часть из этих пациенток оперировать можно. Правильно? Ну, что про себя нужно знать, да? Были ли какие-то аллергические реакции, были Это ли важно. какие-то кожные реакции, как экземы, атопический дерматит, особенно если он трудно контролируемый. В том Реакции плане. на вакцины, правильно? Да, Это- реакции на филлеры, вакцины, да, вот это. Супер частый вопрос тебе. Можно ли оперироваться с аутоиммунным тиреоидитом? Не страшно ли? Можно ли ставить импланты? Ответь, пожалуйста. Да можно. Во-первых, заболевание должно быть компенсированное. Назначена терапия эндокринологом, контроль эндокринологом должен быть. Просто внимательно нужно будет следить за процессом Ну, быть заживления. готовы к тому, что процесс заживления может там Да. чем-то осложнить. Не может организм не реагировать на травму. Конечно. Все компании-производители импланта стараются этот процесс контролировать. Для того, чтобы была условно капсула тонкая, держала имплант, но не слишком тонкая, чтобы он не съезжал, но и не слишком толстая. И на самом деле все исследования в пластической хирургии с точки зрения материалов, они идут в сторону как раз того, как этот иммунный процесс контролировать. Его пока контролировать не могут. Тело-то разное, возможности тела разные, иммунный статус разный к моменту мамопластики. Возраст разный, макрофаги по-разному себя могут Да. вести. Там супер много того, что мы не можем просчитать. Условная норма — это когда капсула есть, все, имплант стоит. И так Дальше происходит у большинства. То есть у у большинства. большинства пациентов все идет так, как должно идти. Но Дебюты ревматических заболеваний в группах, где там мама болеет, и была мамопластика, установка импланта может ускорить реализацию рисков. Первая группа — это у пациентов, у которых любое воздействие на иммунную систему может спровоцировать процесс. То есть, иными словами, у них процесс мог бы спровоцироваться и без операции. Больше влияют гормональные перестройки, пубертат, беременность, менопауза. Больше влияют острые инфекции, бактериальные инфекции, теория биопленок, она остается. Да. То, что какое-то обсеменение в организме, оно может влиять тоже. И да. Вторая группа — это аллергическая по частоте, то есть она будет встречаться пореже, и группа, наверное, будет меньше. Это реакция аллергического типа на установку импланта. Да, и мы можем даже немножко попробовать разделить временные промежутки, потому что, вот, например, аллергические реакции, Да. они чаще всего быстрые. Окей, да. Идет иммунный ответ по типу аллергии, псевдоаллергии. Была девочка, у которой это была именно аллергическая реакция по типу накопления гистамина, у которой в итоге оказался дефект рецептора DAO. У нее просто не выводился гистамин из организма. У нее уже были аллергии на момент, когда она сделала мамопластику у другого хирурга, но у нее настолько усилились аллергические реакции с имплантами, что она жить нормально не могла, к ней скорая по 2 раза в неделю приезжала. И третья, наверное, самая малочисленная группа — это пациенты, у которых именно сам имплант является проблемой. Вот самая малочисленная группа ЭЙШ-синдромы, очень сложно эту группу в принципе выделить. Это и реакции на адъюванты в вакцинах, это и реакции на филлеры и компоненты филлеров, это и реакции на силикон, и реакции на химическое оружие, компоненты химического биологического оружия в том числе. Миллионы женщин не имеют никаких симптомов и счастливы с новой грудью. Я просто помню этих девочек, которые просто буквально плакали у меня на приемах, говорили: пожалуйста, пожалуйста, разрешите мне, я уже выбрала доктора. Я на конгрессе сижу. Конгресс в Дубае большой. Выступает доктор Чен. Могу путать, китаец. Из Соединенных Штатов Америки. Выступает с 15-минутной лекцией, где он рассказывает о удалении имплантов. Только. Больше ничего. Его практика построена исключительно на удалении имплантов. И он показывает буквально следующее. Огромные разрезы, удаление имплантов только N-блок. Это принципиально важно. Потому что если, не приведи Господь, вы удалили имплант не N-блок, то операцию можно считать бессмысленной. Женщина сразу же счастлива, сразу же. И это такие очень яркие коммерческие ролики, где пациентка грустная и практически плачущая. Через несколько часов после операции она пышет здоровьем и благодарит своего хирурга. Это вызвало бурную реакцию у общественности. Ну, мы все прекрасно понимаем, что нас используют как некую аудиторию и нам продают некую философию, концепцию, которая не является реальной. И человек построил свой бизнес исключительно на удалении имплантов.
Мне хотелось, чтобы ты прокомментировала. Первое. N-блок. Насколько это оправдано и когда? И вообще удаление капсулы при разрыве и при отсутствии разрыва. Какой хороший вопрос. Я готовился. Нет. И в 26 году вышел сейчас крупный достаточно метаанализ, который говорит о том, что если капсула была целой на момент эксплантации, если имплант был цел, фиброзную капсулу можно оставлять. За удаление капсулы я в тех случаях, когда есть длительный разрыв, там непонятно вообще, что происходило, очень маленькая сама остаточная часть, то, что в капсуле осталось силикона, если мы видим, что там прям воспалены окружающие ткани активно. У нас позиция с точки зрения капсул следующая. Если мы идем на замену имплантов, и есть какие-то признаки капсулярной контрактуры, мы капсулу полностью вычищаем. Ну, это хирургическое показание. Да. Но если есть, допустим, я меняю имплант, потому что пришла, ну, банальная ситуация. Пришла пациентка и сказала, я хочу побольше. Убирать капсулу или нет? Если она, условно, тоненькая, не вызывает никаких вопросов. Ну, я тоже считаю, что нет. Мы спокойно вынимаем один имплант, ставим другой. Я знаю, что ты хорошо и близко дружишь с нашими общими друзьями, кистевыми хирургами. У них есть вот это прекрасное Я думаю, кого ты выберешь из моих друзей? Поговорить за кисть, да, и они бесконечно обсуждают большой палец там и так далее, и так далее. Ровно точно так же можно бесконечно долго обсуждать. Это потрясающие люди, их безумно люблю, уважаю. Удаляем N-блок только когда есть показания. А показания по всем нашим статьям, это, конечно, LCL, и наличие прорастания в задние листки каких-то вот этих вот лимфом. Большинству пациентов не надо стремиться удалять N-блок. Следующая часть вот этого вот прекрасного спича доктора Чена. Существует болезнь грудных имплантов. Существует болезнь грудных имплантов? Как отдельной нозологии болезнь Да. грудных имплантов не существует. Считается, что болезнь грудных имплантов – это то, как сами женщины, у которых есть опыт мамопластики, обобщают те симптомы, которые у них есть, те жалобы, которые у них есть. И это примерно вот такое определение, оно и на сайте там висит, что если вот у вас есть какие-то жалобы, которые вы ассоциируете, это вот оно. Отдельного диагноза, критериев, что это такое, не существует. Во врачебном сообществе такого заболевания нет. То есть в КБ-10 не зарегистрирована болезнь грудных имплантов. С этой имплантов. точки зрения, да, это социальное явление, а не болезнь. FDA в 2019 году все-таки ввели этот термин, чтобы как-то собирать эти жалобы. И ввели вот эту горячую линию, чтобы их фиксировать, чтобы хотя бы как-то пытаться это собрать. И в итоге это привело на данный момент только к тому, что в 2021 году в все инструкции к имплантам появилась приписка, что возможно не только лимфома, но и, возможно, системные жалобы. Все. Мы можем сказать, что в большой степени breast implant illness или болезнь грудных имплантов – это социальное явление с какими-то симптомами, но оно психосоциальное явление. И пример буквально следующий. Есть психиатрия с диагнозами, шизофрения, например, а есть, я сейчас боюсь просто говорить, психология, где диагнозы зачастую как раз социальной адаптации, психотравмирования, но это не болезнь. То есть она не требует госпитализации в психиатрический стационар, там, я не знаю, каких-то конкретных препаратов и так далее, и так далее, и так далее. Ну, грубо говоря. Или я не прав? Как тебе мое сравнение? Не очень. Мне кажется, мы сейчас идем очень глубоко, правда. Я еще несколько лет назад говорила, что я хочу всем пациентам, которые идут на мамопластику, чтобы мы давали опросник тревоги, депрессии и смотрели психосоциальный статус в первую очередь, психоэмоциональное состояние. Будучи хирургом, могу вам смело сказать, но есть какой-то опыт операции и взаимодействия с пациентками. Мы вторгаемся в крайне тяжелую сферу, она очень деликатная и чертовски сложная. Восприятие своего тела, внимание к своему телу. Есть реальная проблема, связанная с аутоиммунными заболеваниями, ревматоидные заболевания, аллергические реакции. А есть проблемы скорее психосоциального толка. Может быть. И где-то, конечно, нужно все это разделять. Эйши синдром, тоже в двух словах. Эйш-синдром в 2011 году появился. Первый критерий – это непосредственная связь с адъювантом, компоненты вакцин, силикон, химические какие-то вещества, филлеры, компоненты Силикон филлеров. при этом это может быть катетер, это может быть, я не знаю, там, протез клапана, что угодно. Любой силикон, окей. Второй большой критерий – это воспалительная гистология. Если мы видим инфильтрацию при гистологии, очень редко. Да. То есть вы редко видите не потому, что их нет, а потому что вам их не присылают, и не отправляют Дайте, никуда. пожалуйста, нам надо.
часто задают вопрос пластические хирурги, говорят, скажите, пожалуйста, а надо ли нам отправлять капсулу на гистологию? Когда хирург удаляет капсулу, вот он получает вот эту вот тряпочку, он эту тряпочку может утилизировать, он эту тряпочку может отправить на исследование. Когда ты отправляешь на исследование, ты не можешь там позвонить и сказать, Катюх, там вон прислали, глянь, что там. То есть ты должен задать вопрос, ты должен спросить морфологов, что ты ожидаешь, какой диагноз, какая проблема у пациента, для того, чтобы он знал, что искать. Иначе он просто посмотрит, клетки и клетки. Соответственно, если мы говорим о том, что у пациента есть подозрение на Эйши синдром, есть симптомы комплекс, в виде которого там усталость хроническая, и можно перечислить эти симптомы, их огромное количество. Я, кстати, осознанно не спрашиваю, какие, потому что если мы сейчас начнем их перечислять, мы получим просто валских звонков. Боже, у меня это есть! Мы прям осознанно я об этом не спрашиваю и не хочу об этом говорить. Вот в таких случаях мы должны отправлять капсулу и искать, что... Лимфогистеоцитарную инфильтрацию, нейтрофильную инфильтрацию капсулы. Все, это для наших коллег, пластических хирургов, я надеюсь, до этого этапа досмотра. Это важный, на самом деле, момент. Так, Некоторые ваши коллеги предложили мне делать гистологию этим пациенткам. самой причем. И даже сядь в микроскоп, он там стоит микроскоп, посмотри. В данном случае вы становитесь свидетелем такого открытого диалога, в котором я там, как пластический хирург, признаюсь, что у меня в специальности, в том числе, есть какие-то нерешенные проблемы и неотвеченные вопросы. С имплантами все понятно. Ну вот есть реакция на тазобедренный сустав. Ты не можешь взять сустав и убрать его. Ревизия. Да, ну вот смотри, есть пациентка, она пришла с компрометированным ревматоидным профилем. У нее перелом в шейке бедра или асептический некроз. Ей ставят сустав бедренной кости. И у нее реакция, у нее триггерит этот сустав, ее ревматоидное заболевание. Что ей делать-то? У меня сейчас все ревматологи. Это плохой вопрос. Следующий. Во-первых, мы должны понимать, это перипротезный синовид. Мы говорим сейчас не о хирургической части, мы говорим о триггере иммунной системы. Я понимаю, Это еще нужно доказать. Я понимаю, что это очень тонкий вопрос. Редко это встречается. Редко встречается. Да, крайне. То есть, условно, все-таки на силикон чаще. Слушай, ну я, опять же... Ты сейчас говорил про регистры, да? Вот не существует никаких регистров Эйши синдрома. А с зубами Сколько тоже не их? знаем, нет ничего. И с зубами мы не знаем, сколько со всеми их. Мы просто знаем, что такое встречается, что на инородное тело может быть реакция иммунной системы. Мы бы очень хотели, чтобы у нас была четкая вот эта последовательность. Эксплантация с биопсией, посмотрели гистологию, мы там, ревматологи, тоже свое сложили, и куда-нибудь это выгружали все вместе и собирали эти данные, потому что тогда мы знали бы больше. Конечно. Может быть, у меня профессиональная деформация, а может быть, нет. По причине того, что и общество пациентов, в первую очередь, потенциальные пациенты или реальные пациенты, они относятся гораздо более внимательно к таким вещам, как импланты молочных желез. Журналисты, инфлюенсеры, сами пациенты, родственники пациентов. Потому что когда человек вынужден ставить тазобедренный сустав, все таки надо, без сустава нельзя. А имплант — это что-то такое. И, к сожалению, большинство людей до сих пор считают, что это что-то такое от лукавого. Типа можно и не оперировать. Нет, есть определенный социальный гиперфикс на силиконовых имплантах, но это не взаимосвязано с тем, что люди не смотрят на то, есть ли реакции на эндопротезы другие. Вот слушай, смотри. Запрет имплантов в Соединенных Штатах, силиконовых имплантов в начале 90-х годов, он возник после того, как два журналиста привели в студию в Соединенных Штатах пациенток и сказали, посмотрите, вот у нее после того, как она поставила импланты, возник рак. И все такие, боже мой, от нас скрывают потрясающую информацию. Это просто бомба. Оказывается, хирурги не говорят об этом. И на этом фоне FDA заблокировала импланты, исследовал их 20 лет, ставили всем вот эти в Соединенных Штатах силиконовые импланты, которые накачивались физраствором, и там булькали и так далее, и так далее. И только через 20 лет сказали, мы все обследовали, нет, рак не вызывает. То есть, грубо говоря, в данном случае бан на импланты возник не из медицинского сообщества, и не потому, что реальная проблема была, которую все видели, и на нее типа решили не закрывать глаза, а потому что проблемы не было, она и не появилась. На этом сильно сыграли, а это, в свою очередь, повлекло определенные регуляторные механизмы. В Штатах, когда Институт гражданского общества социальный
влияет на их в целом healthcare, да, на их систему здравоохранения. Это было у ВИЧей, когда они требовали, чтобы было вложение денег. Это сейчас происходит, когда селебрити начинают говорить о том, что недостаточное внимание, ты знаешь, наверное, недавно была эта история, к здоровью женщин. По-моему, Да. Пенелопа Круз, по-моему, сказал, что я боюсь стареть в обществе, где мало внимания уделяется здоровью женщины после менопаузы. Я не говорю, что это плохо или хорошо, я просто говорю о том, что такой момент есть, и если какая-то там звезда делает какую-то операцию, это становится достоянием общественности и привлекает внимание. И когда Лера Кудрявцева сказала, что она убрала импланты и все это сфотографировала, это вызвало волну. Это резонанс был. Профессионалы, специалисты выступили и сказали, вот это правда, а вот это нет. И когда вы входите в медицину, все должно быть о показаниях. Это искусство. Когда убирать, и когда не надо, когда надо полечить и ходить с ними, а когда надо убрать точно. Должен быть очень качественный, грамотный ревматолог, должен быть качественный, грамотный пластический хирург, маммолог, для того, чтобы вот это здоровье женщины, в том числе с грудными имплантами, поддерживать на максимально высоком уровне. Прекрасный вопрос, который я хочу тебе задать. Скажи мне, пожалуйста, бывают ли ситуации, когда ты понимаешь, что ты ошиблась? Конечно. Мне кажется, у каждого врача есть такие ситуации. Конечно. Иногда ты видишь Рассказывай. свое заключение через 5-7 лет И такой, и боже думаешь, мой. как я вообще это могла Но написать? это ошибка в сторону гипердиагностики или гиподиагностики? Теперь по-разному. Сейчас на основании того опыта, который у меня есть, я, например, начала не так давно разрешать моим стабильным пациентам с ревматоидным артритом делать мамопластику. Я тебе об этом уже говорила. Я понимаю, что только тяжелый и труднолеченный ревматоидный артрит приводит к тем изменениям, которые способствуют развитию вот этих реакций на импланты. А ошибки? Вот. Это когда ты Ошибки. сказала, типа, можно делать операцию, человек сделал, а у нее прогрессирование. Ты знаешь, у нас есть одно наблюдение, когда я говорила, это стопудовая Эйша, вот прям классика. Она ничего не развивала в течение 4 лет. В этом году она пришла, и я выставила ей дебют спондилоартрита. Другое заболевание. И я до сих пор не думаю, вот это ошибка То есть ты думаешь, что это гиподиагностики. был не Эйша, а, вероятно, Там это был... стопудово была реакция. Досмотрела ли я достаточно в тот момент всего вокруг, кроме этого? У меня до сих пор вот это то, что меня, да. Знаете, если мы говорим, что хирурги это такие ковбои, которые там машут скальпелем, кровь летит в разные стороны. Это клиническая медицина, когда ты собираешь вот этот вот пазл из информации и ставишь диагноз, назначаешь лечение, это абсолютно блестящая часть медицины, о которой, к сожалению, многие наши там слушатели, например, даже не знают и не предполагают, насколько это прикольная, тонкая работа. Не, ну слушай, я правда, это медицина в чистом виде, и так, какая она была там 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 лет назад, во времена там Авиценны, Парацельса и так далее. Это, конечно, очень-очень круто. Ты для себя красота или здоровье? Качество жизни. Хороший ответ. Что-то посередине. Да. Но как бы в разумных пределах. То есть иногда можно чуть-чуть здоровьем пожертвовать в сторону красоты. Знаешь, как я говорю своим пациентам, ну вот мои же неизлечимые в основном, Да. и я их веду годами. Я говорю, если вы чувствуете себя здоровым, это вот пик, чего я хотела. И делайте просто full gas. Сохраните это Хрен, ощущение. что там на рентгене вообще? Это мы разберемся. Мы можем пустить, да? Нет, ну нормально. То, что мы называем витальностью. Я считаю, что пластическая хирургия, как та отрасль медицины, которая наиболее вообще сталкивается с витальностью и может на нее повлиять, что такое витальность — желание жить. Жить ярко, мощно, красиво, наслаждаться каждым моментом этой жизни. И пластические операции, они могут это дать. И если есть возможность, даже несмотря на какую-то ситуацию, жить вот этой полной жизнью, конечно, нужно полно жить. Супер. Закончил. Аминь. Есть еще вопрос про кандидоз, но не буду. Спасибо огромное за твое время. Я знаю, что на сложный эфир этот состыковывался. Я даже знаю, что ты принесла маленькую жертву, я не буду озвучить. А может и большую, мы не знаем. Но вдруг и наши зрители поддержат тебя, и это компенсирует эмоциональный фидбэк,